могу поделиться только своим опытом. А мой опыт очень простой. Ты пытаешься в очень простых формах сказать, как ты видишь будущее. И в этом будущем, как ты видишь себя. Ну, условно говоря, ты говоришь, я вижу, что Россия будет такая, как сегодня. 25 лет ничего не поменяется. Вот как я буду через 25 лет в такой новой России. Должен ли я хочу ли я быть на госслужбе, хочу ли я быть в большой корпорации, хочу ли я заниматься частным бизнесом. Или я не хочу только в России оставаться, хочу уехать из России. Базовый вопрос, который ты даешь себе, дальше говоришь, если я хочу остаться, и я считаю, что такая Россия, скорее всего, будет такая, как она есть сегодня, как я могу добиться успеха, или как я могу быть счастлив в этом пространстве, что для этого нужно. Поэтому это просто твоя жизненная позиция. Подумай, есть ли какая-то мечта или идея, которая заставит тебя уйти с работы на 10 раз меньше зарплаты. Вот как сделал это я. Сможешь, тогда это классно. Может, поможет тебе. Возможно, вариант, просто вопрос в другом, что ты же не только перевод с одного языка на другой, ты еще понимаешь культуру, ты же, изучив язык, ты можешь читать на китайском, ты можешь понять поэзию, китайскую ментальность. И это очень важный элемент, потому что мультикультурность, в которой мы будем жить в мире, мне кажется, будет все равно оставаться. И все равно будут разные традиции, разные навыки, разные ценности, разный взгляд на жизнь. Например, я не знаю, знаешь ли нет, в Китае другая музыкальная гармония, чем наша, то, что в европейском принято. Да? У них по-другому музыкальный вообще ряд выстроен. Поэтому можешь ли ты об этом узнать через переводчика? Можешь, но ты никогда не почувствуешь это. Поэтому вопрос, насколько ты хочешь быть человеком, который понимает других. И это, мне кажется, очень важное качество, которое будет востребовано в 21 веке. Потому что вот эта коммуникация, отличие между различными национальностями, национальными, культурами, религиозными будет играть большую роль. И тот, кто сможет быть таким толмачом, мне кажется, это очень большое будет иметь преимущество. Я отдыхаю через постоянное разнообразие, тоже способ отдыха, на самом деле, меняю разные проекты. Я всегда шучу, что я очень просто ленивый человек, я просто попал в определенный ритм жизни, не хочу из него выскакивать, поэтому мне лень просто поменять образ жизни. Я просто плохо понимаю, как значит лень делать, если у тебя есть мечта, то она тобой движет, потому что она тебе дает энергию. На самом деле, человек, который может мечтать, у него сразу появляется дополнительная энергия, которая он реально большое преимущество. В этом смысле мечтать и уметь наполняться этой энергией нового, это очень большое преимущество. Поэтому лень, конечно, вещь великая. И на самом деле многие открытия были сделаны благодаря лени, потому что человек настолько ленился, что подумал, как сделать жизнь легче. Поэтому лень тоже не всегда такой минус. Но вопрос в другом, что если ты мечтаешь о чем-то, ты дальше больше уже не работаешь, у тебя это уже образ жизни. Ты, на самом деле, как сказал Конфуций, в тот момент, когда ты полюбил то, что ты делаешь, ты уже больше ни одного дня не будешь работать, да? Ты уже просто живешь тем, что ты делаешь. Это немножко упрощенная модель. Во-первых, надо себя любить. Однозначно, если ты не любишь себя, ты никого не можешь любить. Во-вторых, ты должен любить и других. И уметь любить других – это тоже большое качество. Это всегда баланс, никогда нету одной правды. На самом деле, ты должен находить баланс между своими личными интересами и интересами других. Жертвовать полностью собой ради других – это выбор очень небольшого количества людей. Но он тоже должен быть осознанно понятно, почему ты делаешь, ради чего. Но большинство людей нормально находятся, мне кажется, в таком вот сбалансированном состоянии, когда они на самом деле находят разумный баланс между тем, что жить для других и жить для себя. Мне кажется, жить для себя опять это в короткую или в длинную. Если хочешь жить для себя все-таки в горизонте 50-70 лет, ты понимаешь, что мир будет лучше. Это для тебя тоже хорошо, это не то, что ты для других делаешь. Поэтому надо еще бояться быть честным с самим собой.